Вы когда-нибудь попадали в авиакатастрофу? Наверное, нет. Но тогда, может быть, на вас падало здание, а после переезжал автомобиль. Думаю, и это вряд ли. А вот с героями нашего видео все это произошло. И даже не один раз, а самое главное, они остались живы. Не верите? Тогда смотрите видео до конца, ведь последняя история удивит вас больше всего. Приятного просмотра! Начну я, пожалуй, с одной из самых известных историй, ведь ее героиня даже попала в книгу рекордов Гиннесса. 22-летняя стюардесса из Югославии Весна Вулович только начинала свою карьеру в авиации. Она вылетела из Стокгольма в Белград в 1972 году. Ничего не предвещало беды. Самолет тщательно проверили перед вылетом. Вот только во время прохождения над немецким городом Херсдорф самолет исчез с радаров и через 46 минут после взлета взорвался в воздухе. Он разломился на две части и рухнул с высоты более 10 тысяч метров. Из 28 человек на борту выжить удалось только Весне Вулович. Ее тело было серьезно повреждено. Сломаны ноги, ребра, 3 позвонка и череп. Благо, рядом с ее приземлением оказался бывший военный врач Бруно Хонке. Если бы не он, шансы выжить у юной стюардессы были бы близки к нулю, ведь обломки самолета были разбросаны на огромной территории, что затрудняло поиски и своевременную помощь. Весна вспоминала в одном из своих интервью: «Бруно обнаружил, что у меня есть слабый пульс и оказал первую помощь. Все делал очень правильно. Например, не пытался двигать мое тело, заметив, что у меня сломан позвоночник. Лечение девушки, сломавшей почти все, что можно, дело очень долгое и тяжелое. Но долгие годы, проведенные в больнице, не прошли даром. Хотя врачи и уверяли, что Весна больше никогда не сможет ходить, сдаваться девушка не собиралась и все же смогла полностью восстановиться. Имя Весны Вулович попало в книгу рекордов Гиннесса за выживание после падения с высоты 10 160 метров. Самой большой высоты, при падении с которой удалось выжить человеку. Ну а следующий случай – что-то из рода фантастики. Наверное, все вы видели фильмы, где людей замораживают в криогенных камерах, а через много-много лет они просыпаются живые-здоровые и идут по своим делам. Наши ученые, к сожалению, так не могут, хотя вроде как и близки к этому. А вот Анна Богенхольм вполне справилась с этой задачей. В 1999 году Анна съезжала на лыжах по крутому склону, но, к сожалению, не справилась с управлением и упала в воду около водопада. Ее голова и туловище оказались под водой под огромным слоем льда, а ноги и лыжи остались на поверхности. Найдя воздушный карман между льдом и водой, Анна смогла дышать в течение 40 минут. Но спасатели приехали только через 80, и когда они ее вытащили, признаков жизни Анна уже не подавала. В срочном порядке ее доставили в больницу, где реанимировали на протяжении 3 часов. Уже не оставалось даже надежды, но произошло чудо. Сердце Анны вновь начало биться. В момент спасения девушки из-под льда температура ее тела снизилась до 13 градусов по Цельсию, что является самой низкой температурой, при которой смог выжить человек. Хотя Анна и была жива, ее тело оставалось парализованным. Но со временем она полностью восстановилась. Врачи считают, что ей удалось выжить благодаря тому, что ее тело впало в состояние, подобное спячке. Интересно, почему именно Анне удалось впасть в спячку? Может, у нее медведи в родне? Слышали ли вы когда-нибудь о речи, спасшей бывшего президента США? Эта удивительная история произошла 14 октября 1912 года, когда Теодор Рузвельт собирался выступить перед толпой в Милуоки в рамках своей предвыборной кампании. К тому времени он уже дважды был президентом и теперь боролся за 3-й срок. Несмотря на высокие рейтинги, у Рузвельта было немало врагов, а политическая борьба между демократами и республиканцами находилась в самом разгаре. Во время выступления Рузвельта Джон Шенк выстрелил в него из револьвера. Пуля застряла в груди президента, ударившись о стальной футляр для очков и 50, страничную копию речи, которую он держал во внутреннем кармане пиджака. Толпа ахнула, услышав выстрел.
Телохранители Рузвельта немедленно задержали нападавшего. Сам мужчина сначала пошатнулся, но потом быстро выпрямился и с улыбкой на лице поднял свою шляпу. Его помощник Гарри Кахем спросил, не ранен ли он, на что Рузвельт ответил: «Он просто ущипнул меня, Гарри». Затем, несмотря на ранение, Рузвельт начал свою речь словами: «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли? Во мне сейчас пуля». Он говорил 1,5 часа, несмотря на ранение. Только по завершении речи Рузвельт согласился поехать в больницу. Обследование показало, что пуля застряла в грудной мышце, не задев жизненно важных органов. Она не прошла через плевру, и врачи решили, что безопаснее оставить ее, чем пытаться извлечь. В итоге Рузвельт носил пулю до конца своей жизни. Как-то раз его спросили о ней, на что он с усмешкой ответил: «Я не возражаю против этого больше, чем если бы она просто лежала в кармане моего жилета». Ну а теперь немного прохладная история. Джо Симпсон – один из тех самых людей, которым с детства нравилось лазить по горам. Вступление во взрослую жизнь Джо решил достаточно необычно отпраздновать восхождением на неприступную вершину перуанских Анд Силуа-Гранде. Почему неприступную? Да потому что никто и никогда туда не забирался. Путь считался безумно опасным и практически невозможным, но молодого Джо это никак не пугало. К тому времени наш герой уже исследовал все Альпы и хотел только одного – вписать свое имя в историю альпинизма. У него это, кстати, вышло, но немного не так, как он рассчитывал. Идти одному в этот поход было самоубийством, поэтому Джо подыскал себе напарника по имени Саймон, который также фанател от гор, и согласился отправиться в путь. Ребята смогли покорить вершину, но по статистике более 80% неприятностей случается именно при спуске с горы. И вот обратный путь сразу не задался. Сначала ребята заблудились, потом попали под сход снега, а чуть позже у них вообще закончилась вода. После всего этого казалось, что все худшее уже позади. Но вдруг Джо соскользнул и полетел вниз. Парень неудачно приземлился, его берцовая кость полностью раздробила колено и вошла в бедро. Напарник тут же спустился к Джо и решил спускать его при помощи веревок. Один конец привязал к себе, второй – к Джо. В темпе вальса они спускались все ниже и ниже, но на одном из спусков поверхность заканчивалась крутым склоном с расщелиной. Такой участок даже в одиночку преодолеть сложно, а с большим грузом практически невозможно. При этом ребята даже не могли банально говорить друг с другом из-за сильного ветра. И вот спустя пару часов и несколько попыток спуска Саймон понял, что единственный шанс выжить для него – это перерезать веревку. Это было безумно тяжелое решение, но другого выхода мужчина не видел. В итоге Джо пролетел более 20 метров и упал прямо в расщелину. Но выжил и даже не потерял сознание. Тем не менее, осмотревшись, Симпсон понял, что его положение безнадежно. Вокруг тьма, треск льда и жуткий ветер. Казалось бы, все смерть. Но нет. Джо не собирался сдаваться. Хотя сначала он уснул, как будто бы смирившись со своей участью. Но проснувшись, решил спускаться дальше, ползя на животе. В итоге Джо повезло. Длины веревки как раз хватило, чтобы добраться до вертикальной расщелины с выходом наружу. Потом Джо еще 2 дня полз, но все же добрался до лагеря, потеряв почти треть веса. На полное восстановление у него ушло более 2 лет. Позже парень написал про этот случай книгу, по которой сняли фильм. Вот так упрямство и сила воли помогли Симпсону выбраться из совершенно безнадежной ситуации. Ну и войти в историю альпинизма, конечно. А сейчас давайте поговорим о науке. Небезызвестный исследователь Анатолий Бугорский работал в Институте физики высоких энергий в 1978 году. В то время там располагался крупнейший советский ускоритель частиц. В один момент установка оказалась неисправна. Тогда ученый решил проверить состояние машины, и когда он наклонился, через его голову пролетел протонный луч. Как известно, дозы от 400 до 1000 рад достаточно, чтобы убить человека. Так вот, через голову Бугорского прошло целых 200 000 рад. Ни один человек в мире никогда не испытывал на себе такого радиационного излучения. В моменте Бугорский увидел вспышку, которая, по его словам, была ярче 1000 солнц. Но боли не почувствовал. Ученый понял, что он подвергся облучению, но решил никому не рассказывать.
Вместо этого он просто завершил свой рабочий день, как ни в чем не бывало, и начал ждать симптомов лучевой болезни. Ночью Мужчина никак не мог уснуть, ведь он чувствовал, что левая сторона его лица начинает сильно опухать, и после бессонной ночи Бугорский все же решил отправиться к врачу. Его тут же перевели в Москву в специализированную радиологическую больницу. В отличие от Чернобыля или, например, Хиросимы, где жертвы облучились гораздо меньшей дозой с головы до ног, Бугорский получил дозу лишь точечно. Луч практически прожег дыру в тканях головы от затылка до носа, но не задел жизненно важные органы, такие как ЖКТ или костный мозг. И хотя его левая сторона лица оказалась полностью парализована, а самого ученого мучили эпилептические припадки, интеллект не пострадал. Это удивительно. Несмотря на такую дозу облучения, Бугорский до сих пор живет в Протвино, и ему сейчас 82 года. Следующая реальная история, по которой даже сняли фильм, произошла 26 апреля 2003 года. Аарон Ралстон, опытный альпинист, отправился исследовать каньон Блу-Джон в одиночку, не сообщив о своих планах никому. Оставив свой пикап на стоянке, он продолжил путь на горном велосипеде, а после 15 миль бросил и его, и пошел пешком. Спускаясь в одно из ущелий, Аарон оказался в ловушке. Большой валун, перекрывавший узкую расщелину, сорвался и прижал его правую руку к стене. Так мужчина провел более 5 суток, зажатый камнем. Сначала Аарон пытался освободиться с помощью подручных средств и альпинистского снаряжения, но все усилия были напрасны. Затем он пытался дробить камень, но его нож только затупился. Еды и воды было мало, мобильная связь не работала, и никто не знал о его местонахождении, что исключало возможность прибытия спасателей. 5 суток Аарон терпел невыносимую боль и холод, практически не спал. Когда закончилась вода, он начал пить собственную мочу, но и она закончилась на 4-й день. Вскоре мужчина стал часто терять сознание и впадать в бред. На 5-й день Аарон понял, что единственный шанс на выживание – это ампутировать собственную руку. С помощью затупленного перочинного ножа он совершил ампутацию, и только после этого ему удалось добраться до спасателей. Аарон потерял руку, но спас свою жизнь. По сравнению с жизнью, потеря руки казалась не такой значительной. В 2010 году по этой истории был снят фильм «127 часов». Рекомендую к просмотру. Следующая история, наверное, одна из самых удивительных в мире. Может быть, вы даже слышали о самом везучем-невезучем человеке на Земле. Такое прозвище получил Франо Силак, обманувший смерть целых 7 раз. Первая катастрофа произошла с ним в 1957 году, когда автобус, в котором ехал Франо, упал в реку. Силак и водитель смогли доплыть до берега, отделавшись лишь незначительными порезами и ушибами. В 1962 году наш герой оказался в поезде, который сошел с рельс из-за упавшего валуна и рухнул в ледяную реку Неретву. Силак разбил окно и выбрался из вагона, спасая также своего знакомого. Он получил только перелом руки и переохлаждение, в то время как 17 других пассажиров замерзли или утонули. Честно говоря, после такого я бы в принципе перестал пользоваться транспортом и сидел дома, но Франко думал иначе. В 1963 году Силак совершил свой первый полет на самолете из Загреба в Риеку. Неподалеку от места назначения у самолета возникли технические проблемы, и он врезался в гору. Силака выбросило с высоты 800 метров, но он приземлился в сток сена и выжил. С каждой историей я все больше начинаю сомневаться в реалистичности происходящего. В 1970 году его машина загорелась. Силак успел выбраться за секунды до того, как пламя достигло топливного бака, а через пару лет еще одна автомобильная поездка обернулась пожаром. Горячее масло из неисправного топливного насоса попало в двигатель, и пламя вырвалось через вентиляционные отверстия. Силак потерял большую часть волос, но остался невредим. Вот что значит родился в рубашке. В 1995 году в Загребе его сбил автобус. Несмотря на серьезные травмы, Силак выжил, а еще через год его автомобиль столкнулся с грузовиком и был отброшен на край обрыва.
Машина пролетела около 100 метров вниз, но приземлилась на дерево, что спасло жизнь мужчине. Эти испытания не стали последними приключениями Силака. Решив испытать удачу, он сыграл в лотерею и выиграл джекпот в размере около 900 тысяч евро. Вы просто можете себе это представить. Главное, всегда будьте аккуратны и сообщайте родственникам или друзьям о своих планах. Кстати, пишите в комментариях, какая история вам больше всего понравилась. Лично мне про Франко Силака, который пережил целых 7 катастроф, а потом еще и выиграл в казино почти 1 миллион евро. Ну а если вы тоже хотите заработать 1 миллион евро, но не в казино, а проявив свои замечательные навыки, я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!